Если вы вдруг проживаете где-то в районе Карлова моста, тогда это видео для вас. В общем, сегодня я покажу несколько мест, которые можно было бы посетить вокруг Карлова моста, но не прямо около него, а, наверное, больше отдаляясь от него минут на 10-15. Тордельник, кстати, неплохой. Первое место, которое есть вокруг Карлова моста, это собор Святого Михаила, если мне не изменяет память. Это место платное, оно располагается прямо сзади меня. Оно платное, но сюда рекомендую сходить абсолютно всем, потому что это очень красиво. Я каждый раз, когда путешествую, в каждых странах захожу в их соборы. И они по-своему красивы в каждой стране. Мне кажется, есть автордельники до сих пор, если честно. Но этот собор, боже, он нереальный. Во-первых, снаружи он выглядит, возможно, как-то не так. Возможно, не так впечатляюще. Но если мы вот так вот посмотрим, тут мусорки, давайте я обойду. У нас, получается, вон там находится Карлов мост. Я все хочу Пражским радом назвать. А вот здесь вход. Вход, по-моему, стоит 10 евро взрослый, но он абсолютно окупает все свои деньги, я бы 20 евро дала. Там можно подняться, главное, не забывайте, поднимаемся на второй этаж обязательно, и сверху тоже открывается достаточно красивый вид. Вы, конечно, всегда, я буду сейчас есть, не очень вкусно, или я голодная просто, вы всегда можете отсюда пойти вон по той дорожке и прийти оттуда к Пражскому граду. Но это не мой самый любимый путь, потому что нужно подниматься в горку. Я предпочитаю сесть на трамвай и доехать до остановки Погорелец. Таким образом вы сможете обойти гораздо больше мест. Самое страшное оказалось снимать в туристических местах. И вот он как выглядит со стороны. Сегодня в Праге не очень теплая погода и очень туманно. Если вы вдруг решите подниматься пешком в сторону Пражского града, вы должны понимать, что помимо горок здесь будет еще огромная лестница, но на пути к Пражскому граду можно встретить несколько классных мест, собственно. Я сейчас пройду немножечко в сторону Пражского града, чтобы показать вам одно интересное кафе. В общем, если идти по прямой и идти к вот этой вот моей ненавистной лестнице, то здесь будет вот это кафе. И в этом кафе можно покушать как будто бы в полной темноте, типа прям medieval. Вот так оно называется. Видите, там даже темно. Тут также проходит medieval шоу, но оно больше для туристов. Так, здесь можно также ходить по маленьким улочкам, но мы сейчас отсюда свернем с вами налево. И да, ведь? Да. Там будет что-то типа, не чешская мэрия, не знаю, какое-то место, я не знаю, как эти места называются, короче, правительство, телевизия, не знаю. Короче, какое-то там важное место. И недалеко оттуда есть один супер классный ресторан-кафе,
который спрятан. Я вам покажу локацию, покажу фотографии, подниматься туда не буду. Там нет лестницы, туда подниматься только на лифте. Я вам помню, что лифты я не люблю. Вот, но оттуда открывается очень красивый вид на всю Прагу. Он, по-моему, даже что-то типа около Мишлена. Вот, ценник там окей. Поэтому можете, если что, туда сходить, как бы на свидание. Вот, я не знаю, как эти здания называются, но тут вот что-то там какой-то человек стоит, видите, в форме. Вот. Поэтому я не знаю, что это. Здесь, видимо, какое-то место для того, чтобы что-то вещать. Не буду врать, что это за место. Я сейчас сниму надпись, которая тут написана. И дома вместе с вами это все переведу. Что ж, мы с вами идем вот в эту улочку. И там будет как раз-таки вход в то кафе, про которое я вам говорила. Да, неудобно, да, в горку. Да, может показаться, что здесь не бывает людей. Но здесь очень хорошо. Так, смотрите, мы с вами заходим сюда. И у нас прямо вон там с вами есть вход. Вот так покажу. И именно поднимаясь тут, мы можем зайти в само кафе. Вот там на лифте. В общем, да, это место классное, прекрасное. Для меня плохо, что тут, ну реально, нету лестницы. Просто обычные лестницы. Но, опять, если убирать это в сторону, то здесь очень красиво, здесь вкусно, здесь вы можете увидеть всю Прагу, здесь нет людей, но столик там бронировать нужно заранее, потому что, ну это хорошее место. И там очень часто бывает все занято. Прямо отсюда, от кафе, сложно про путь будет сказать. Ну, короче, от кафе можно пойти чуть ниже и прийти в сады, которые располагаются как бы под Пражским градом. Насколько я знаю, в них можно прийти с Пражского града и можно по низу прийти от остановки Малостранска. В общем, ребята, это то место, куда я люблю приходить осенью и летом. Летом здесь все зеленое, красивое. Осенью здесь все оранжевое, красивое. Ну, вы посмотрите. Ну, это же просто невероятно. Это же супер классно. Поэтому обязательно, если вы гуляете где-то здесь вокруг Карлова моста, не пропускайте это место. Здесь тоже платный вход, туда имею в виду. И он стоит, по-моему, тоже что-то в районе 10 евро, но это стоит тех денег. Особенно, если вы хотите себе какие-то супер крутые фотографии, там они получатся нереально красивые. Ну, главное, конечно, что фотографировать умели, но очень, очень рекомендую. Я всегда обходила это место. Всегда. Не заходила в него, думала, блин, что платить деньги. Но как-то раз у меня летом приехала мама, и я такая, ну, пойдем сходим. Пофигу, ладно, проходили как раз таки мимо. И, боже, я, честно, в этот момент я пожалела, что я раньше здесь не была, потому что здесь очень красиво. Очень красиво. Так что локации все абсолютно, адреса, все будет в описании. Всех мест, всего чего угодно, все найдете в описании. И уходя из этого прекрасного места, мы с вами... Уходя из этого прекрасного места, мы с вами дойдем еще до одного парка,
который находится прямо на остановке Малостранская. И там у нас что? У нас там есть павлины, там есть типа прудик, что-то такое. Обычно там еще проходят концерты оркестровой музыки. Если у меня есть в горизонтальном виде, я покажу здесь. Вот, если нет, все равно покажу. Они устраивают бесплатные концерты, приходят туда, там большое, как бы, открытое пространство, понятное дело. И прям в парке играет классическая музыка. Очень классно выглядит. И сам парк, собственно, тоже красивый, что по осени, что летом. Поэтому сейчас мы дойдем. Я его тоже вам покажу. И на этом мы закончим. Потому что в целом этого достаточно для того, чтобы вы целый день провели вокруг Карлова моста. Если вы приехали на Карлов мост, мы погуляли на Карловом мосту, вы зашли в собор этого святого Николая, прогулялись там по улочкам, зашли в кафешку в эту темную, выпили пиво в этой кафешке, зашли, вот не знаю, в ресторанчик, например, да, либо тут где-то прогулялись. Короче, мы с мамой, кстати, в этом парке, который я вам показывала, мы были там, часа 2, мне кажется, пока так сфоткаешься, пока посмотришь, пока то, пока все. И, в общем, весь день пройдет. Поэтому идем в парк и на этом будем прощаться. Кстати, вот сюда тоже можно входить, но я так понимаю, что здесь ограниченный вход. И он не всегда бесплатный. Не знаю, куда пройти. Может, и нельзя вовсе. Хз, не знаю, куда он ведет. Когда я хожу по таким туристическим местам, я себя тоже ощущаю туристом. И это классно, потому что ты порой забываешь, где ты живешь, и ты такой, фигня. Все фигня. А еще мы с вами опять обошли. Кстати, я когда первый раз была в Праге, вот эта остановка, она называется Малостранское метро. Зеленая ветка. И почему-то это место было местом встречи всех наших экскурсий. Не знаю, почему нас все время собирали именно здесь. Вот. А еще сегодня, 2 ноября, ну или вы смотрите в любой другой день его, на улице плюс 11 градусов. Я выгляжу вот так. И здесь прохладно. Собственно, выходя из метро, мы сами попадаем в этот парк. Он сегодня у нас закрыт, но у меня есть видео отсюда, поэтому показываю вам работу этого парка, чтобы вы знали. Как говорится, на выходе из этого парка предлагаю с вами попрощаться. Всем спасибо. Надеюсь, вам эти места были полезны и интересны. До новых видео.